Приветствую, уважаемые воины! Сегодня речь пойдет о вас. Близится новое классическое дополнение, и у многих возникает много вопросов. Насколько поменяется игра за воина в Burning Crusade, будет ли он востребован, как именно следует за него играть и в конце концов какую выбрать расу. Как мы знаем, появятся две новых расы, и, кстати, появится первая раса, за которую не сможет играть воин. Blizzard, как так? Почему Blood-эльфы не могут играть воином? Что с ними не так? Хотя, мне кажется, знаю, но сегодня не об этом. Сегодня как раз о том, какую расу выбрать воину и какие плюсы и минусы каждая раса принесет ему в PvP и PvE. Итак, правильный выбор расы для воина — это действительно важный аспект, поскольку возможность смены расы в БК еще не появилась, и в случае неудачного выбора вам придется либо качать персонажа заново, либо просто забыть про полезные плюшки, которые у ваших оппонентов будут, а у вас нет. И вы будете с завистью на них поглядывать, грустно махая эльфийскими ушами. Давайте по традиции начнем с альянса. Хуман. Люди по-прежнему являются лучшей расой для PvE. Как и в классике, и также по причине наличия у них бонуса к владению мечами и дробящим. Этот бонус был немножко переделан и уже будет давать навык экспертизы. В Burning Crusade вещи с навыком владения оружием уже не так редки, как в классике. Нам не придется просто носить какие-нибудь бомжешмотки типа эйджмастеров, но тем не менее возможность выбора будет больше, если по умолчанию уже будет в наличии этот бонус. Дух у хуманов будет повышен с 5% до 10%. Да, для воина это бесполезный стат, если только не принесет пользу на прокачке. Да, я знаю, что есть воины, которые на прокачке используют дополнительный шмот на спирит, чтобы между пробежками восстанавливать все хп. При грамотном подходе можно даже не садиться отжираться. Это так, к слову. Из действительно полезного у хуманов все так же присутствует дипломатия. А прикинув, сколько в Burning Crusade придется дрочить репутации, то можно сказать, человеки в более выгодном положении. Обнаружение невидимости в классике был не самый полезный скилл, и некоторые игроки считают, что Хуман для PvP, наверное, самый неудачный выбор. На фоне гномов или дворфов. Но в классике не было арен, а в БК эта особенность заиграет новыми красками, когда в условиях закрытого пространства арен найти разбойника или друля в стелсе будет намного легче. Так что не спешите хранить хуманвара в плане PvP, возможно, все не так плохо. Далее гном. В плане PvE он ничего полезного не имеет, зато в PvP уже все куда более интересно. При игре за воина в PvP большую часть времени нам приходится стоять в различных контролях, новых, рутах, и дополнительная возможность из них выбраться очень решает. К тому же способность мастер побега приобрела мгновенное действие. Да, это не особо напрягало в ваниле, кастануть полсекунды не составляло труда, но согласитесь, возможность проюзать эту штуку на бегу куда более комфортно. Правда, за это мы расплачиваемся более длительным КД. Дворф. Основной фишкой дворфа была каменная форма, которая давала ему возможность снимать блиды, яды, болезни, и до кучи апала на некоторое время броню на 10%. Все это осталось и местами будет полезно. Например, если в Крожане Мороз повесит на вас Гарроту, вы без труда от нее избавитесь. К сожалению, каменная форма больше не будет снимать роговский блайнд по причине того, что у них эта способность не будет уже считаться ядом. Весьма неприятно, учитывая, что это было сильное преимущество перед разбойниками не только у воинов. Поэтому, выбирая для PvP подходящую расу, наверное, стоит это учесть тоже. Ночные эльфы. Имеет одно уклонение. Не бог весть что, но хоть что-то для PvE у нее есть. В отличие от предыдущих коллег. Бонус это, мягко сказать, никакой. Я всегда считал эльфов самой ущербной расой для воина. Что в классике, что уже в БК, ничего для ушастых не поменялось. Единственный существенный плюс, учитывая специфику воина дохнуть всюду и везде, это бежать к Кладбону быстрее остальных. Да, ребят, вы просто вдумайтесь, сколько времени в игре вы проводите за серым экраном в пути до своего тела. Сократите это время почти в половину. Что действительно есть у эльфа интересного? Способность спрятаться в инвиз. Давайте подумаем, где нам это может помочь. Нигде. Кто-то скажет, как же, на БГ, в дефе, на точке противник такой крадется флагу, а вы раз не чарши сумрака. На самом деле могу вас разочаровать. Воин, который стоит в дефе, вместо того, чтобы бегать и ломать всем лица, считай, напрасно занимает слот на БГ. Деф это не воинское дело. Эльфов выбирают разве какие-нибудь РПшеры, только этим я могу оправдать этот странный выбор. Дренеи.
Новая раса уже куда более полезна для ПВЕ из-за наличия ауры хита. Это уже что-то. Возможно, это будет для кого-то аргументом попадания в рейд. Ну, слабенький, но хоть какой-то. Но персональная польза для Дренея не идет в сравнение с Хуманом, у которого наличие экспертизы куда лучше дренейского хита. Ну и сам хит в БК в обилии присутствует на большинстве ПВЕшного шмота и не является чем-то таким трудно собираемым. Ну и вполне возможно в группе может находиться какой-нибудь другой Дреней милишник. Дарнаару. Тоже не что-то такое имбовое. Да, приятно, что у Вара есть собственная хилка. Ну, я думаю так, что если дело дошло до того, что воину нужно самому себя хилить, то дела у него совсем плохо. И ситуации даже сами Наару не спасут. Ну, хотя всякое может быть где-то в ПВП лишнее ХП, возможно, зарешает. Переходим к Орде. Тут уже все очень красиво. Ордынские расовые бонусы на фоне Альянса выглядят неплохо. Возможно, это даже для кого-то будет поводом рерольнуться с Альянса на Орду по причине того, что, ну, собственно, уникальности фракции больше нет. Шаманы и паладины есть у всех, так что в пользу Альянса аргументов, ну, не так много. Начнем с самой сильной расы для воина – Орка. Эта раса просто огонь. В Орке, ну, все прекрасно. Нет слабых никчемных бонусов. Кровавое неистовство дает бонус к урону на 15 секунд и имеет КД в 2 минуты. Просто топовая способность для воинов. Специализация на топорах, ну, неплохая штука. С небольшим нюансом. Все же хороших топоров не так много. И вполне возможно вы там качнете себе кузнечку ради топовой мысли или меча. В этом случае владение топорами не пригодится. Твердость. Пассивка, дающая 15% на изиск к стану. Понерфлена на 10%, в ваниле был 25%. Эта способность настолько решает в ПВП, что даже нерф не сделал ее сильно хуже. Да, в классике 25% это было просто чит. В БК 15% слабее, но все равно тот же чит. В последующих дополнениях Близы поймут, что даже этого нерфа недостаточно и переделают ее механику. Но пока не переделали, надо пользоваться. Турен. Самая жирная раса, имеющая бонус 5% хп. Но не только в этом их прелесть. Варстомп. Способность, оглушающая всех противников в радиусе 8 ярдов. Полезна как в ПВП, так и в ПВЕ. Дополнительное сбитие коста, когда все возможные способности на КД и стан на 2 секунды. Кроме того, у Тауренов радиус атаки самый высокий среди всех рас. И бывалые игроки рассказывают, что это дает возможность доставать противников, прячущихся за столбами на арене. Так что ни один скользкий хил от вас не скроется. 10 на то резиста, не бог весь что, но все же это возможно. Срезистившийся яд, возможно неудавшиеся друидские руты, когда там хил хочет от вас убежать. Мелочь, ну такая, приятненькая. Нежить. В дополнение, где в основном будут преобладать варлоки, иметь дополнительную способность снимать фир, ну точно даже неплохой расклад. Да, у Вара есть свои классы и возможности для избежания фира. Но, тем не менее, довольно часто случается, когда способность на КД, а фир идет один за одним. Кроме этого, резист к темной магии также этому способствует. Каннибализм. Ну, очень даже недооцененная способность, которой большинство пренебрегает. А зря. Мало того, что на прокачке это сохранит вам немного голды на еде и бинтах, это мощный трикс для сохранения жизни. Отферяв противника и использовав это время для восстановления хп каннибализмом, очень даже выигрышно выставляет вас перед другими расами. Тролль. У тролля самая сильная способность — это берсерк. У хорошо одетого тролля берса будет даже лучше орковского неистовства, но применять ее достаточно неудобно, по причине того, что максимальный эффект от способности можно получить, чуть опустившись хп. Для танка это сделать несложно, а вот для ДПС класса нужно подбирать удобный момент. Кроме этого, у тролля есть небольшой бонус урона по зверям. Где это может пригодиться? Больше, наверное, в открытом мире, поскольку в рейдах практически нигде бестов не присутствует. Регенерация тоже весьма слабая способность. На прокачке, возможно, будет иметь пользу. В ПВП или ПВЕ, слишком скромный приток здоровья, чтобы его вообще заметить. Наверное, это больше как это РПшная особенность, чтобы подчеркнуть индивидуальность расы. Вот как-то так. На выборе расы мы с вами не остановимся, и в скором времени можно ожидать еще более полезной информации по БК и в частности по воину. Поэтому не забудь подписаться и всего хорошего.